Привет, с вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Почему королева? Потому что я делаю самые большие зефирные цветы. Очень большие, очень красивые и очень похожие на настоящие. Сейчас были проблемы с подключением, поэтому мы зашли сюда второй раз. И сейчас тем девочкам, которые... Так, сейчас, секунду, опять отладка. Девочки, кто зашел, напишите, пожалуйста, видно ли меня, слышно ли меня, не висит ли сейчас эфир, а то я уже начала рассказывать. Отпишитесь, не молчите. Ага, все отлично, супер. Итак, почему королева? Те, кто смотрит второй раз, уж простите, пожалуйста, надо же похвастаться. Значит, я стала первая делать пионы в натуральную величину. Вот такие вот большие. Это пионы 15 сантиметров диаметром. Из них тоже получаются шикарные букеты. Также сейчас я делаю вообще вот такие здоровущие. То есть, ну, в принципе, по моей технике можно сделать пион любого размера. Да и любой цветок любого размера можно сделать. Это вот 18 сантиметров диаметром цветочек. Также я делаю авторские георгины. Вот такие вот они пышные. Они могут быть помпонами, могут быть как обычные георгины. Я делаю, первое сделала вот такие вот лилии в натуральную величину. Вот с такими вот тычинками, которые не очень видно. Большущие. Вот такие вот ромахи, тоже 10 сантиметров диаметром цветочки. Совсем не халам-балам. И тут еще есть пиончики, бутончики. В общем, я королева пионов, лилий и вообще цветов больших. Хотите научиться делать такие цветы, приходите ко мне на курс. У меня есть, сейчас стартует очный курс в Ростове 9 и 10 июля с обновленной программой. Также у меня есть онлайн-курсы для новичков, для продвинутых. Все, кто хочет действительно научиться работать с зефиром, делать очень вкусный, очень удобный для работы зефир, пожалуйста, ко мне. Хочу отдельно поблагодарить девчонок, кто учился у меня, кто смотрит мои эфиры, за отзывы, которые наконец-таки я собрала. Надеюсь, еще мне пришлете, потому что я как-то вот не делала на этом акцент, а, видимо, пришло время для новых девочек, для новых подписчиков, кто ко мне приходит. Все-таки это важно почитать. Я думала, что мои букеты говорят за себя. Нет, все-таки обучение, качество обучения важно, и это результат успеха моих девчонок. У меня девочки есть, кто преподает, они тоже скоро будет про них пост, про тех, кто успешно занимается и зефирными букетами, кто продает зефирные букеты после моих курсов и кто стал преподавать. Я всем всегда говорю, что с моих очных курсов люди выходят с уровнем преподавателя. Это не голословно. Итак, тема сегодняшнего эфира у нас роза, классическая роза. Для того, чтобы сделать классическую розу, нам необходима насадка 201. Это насадка прямой лепесток розы, большая, 35 миллиметров. Вы можете использовать насадочку поменьше, ту же самую 128-ю. Обязательно пришлем, Наташенька, я не сомневаюсь. Но я люблю большие цветы делать, и все-таки у каждой насадки есть свои маленькие нюансики. Так, для того, чтобы наша насадка была в рабочем состоянии, нам нужно ее вдеть в кондитерский мешок. Вдеваем. Это он у нас мешок и переходник. Дальше нам потребуется большой мешок, которого у меня здесь нет. Сейчас, секунду, под рукой. Так, а это у меня мешки для тюльпанов. Такие большие срезанные. А где же мои поменьше? Что-то они потеряли. Ладно.
Не беда. А, все, вспомнила еще один у меня есть мешочек здесь. Возьмем сегодня голубенький мешок. Вот как раз это мешок для половины порции. Его размер 50 сантиметров. Все, прекрасно. Значит, для работы нам нужен планетарный либо ручной миксер. Нам нужен ковшик, венчик, лопатки. Это что касается инструментов. Весы. Я вот так вот буду взвешивать. Видно, да, всем? Отлично. Из ингредиентов нам потребуется яичный белок. У меня белок живой, яиц, просто он у меня выбит в такую чашечку. Сахар обычный, песок. Самый обычный, самый простой. Дальше нам потребуется агар. У меня здесь марки 900, непонятно вообще чей. Дальше, еще дальше, лимонная кислота и самое главное варенье. Я готовлю зефир на магазинном варенье, но на некоторых эфирах я делала и на домашнем, никакой разницы нет. Сейчас у меня на страничке в инсте есть как раз таки рецепт зефира, где есть как раз еще и рецепт варенья. Так, о, треснутая баночка, надо ее не шевелить. Ну что ж, приступим. Зефир мы будем сегодня делать по классической технологии. Розы мои будут... Какого цвета будем делать розы, девчонки? Напишите, пожалуйста. Пока я буду взвешивать ингредиенты. Значит, смотрите, что мы делаем? Мы в наш ковшик кладем агар. Сначала воду наливаем комнатной температуры, либо холодную. Дальше мы кладем агар. Так, хорошо. И перемешиваем. Правильный рецепт, правильная работа с агаром подразумевает, что у нас агар с водой варится до закипания. Тем самым мы создаем гель. Этот гель раскрывает максимально желирующие свойства агара, и нам потребуется его гораздо меньше. Бурдо. Угу. Для бурдо нам понадобится красный краситель сухой, сиреневый и у меня здесь в баночке насыпан, да, малиновый такой, это от орнамента. Короче, у нас будет смесь из 3 цветов, чтобы сделать бордо. Можно еще и коричневый добавить. Так, пока у нас здесь агар закипает, в чашу миксера мы наливаем белок, белочек и варенье. Дальше щепоточка лимонной кислоты служит нам заменой инвертного сиропа, сиропа глюкозы, то есть она предотвращает засахаривание агара. Все. Дальше нам потребуется, сейчас поменяю венчик. У меня каждый венчик для своего замеса. Так веселей. Значит, нам потребуется взбить нашу массу на средней скорости, чтобы наши белки взбились хорошо. Нам нужно взбивать на средней скорости. Господи, как хорошо вот это вот механическое управление. Как я не люблю не механическое управление. Так, вот я сейчас возьму и сотру. Пока мы тут колдовали с нашим миксером, у нас здесь в ковшике
сварился как раз таки вот такой густой гель. Здесь просто агар и просто вода. Дальше мы теперь сюда всыпаем только сахар, больше нам ничего не нужно. Перемешиваем и ставим на плиту. Наша задача взбить белки на средней скорости до мягких пиков, либо до мыльной пены. Неважно, главное, чтобы мы сразу не включали полную мощность. Если ваш миксер достаточно мощный, то вам даже можно будет на средней скорости и вообще полностью взбить зефир до готовности. Но если же миксер слабоват, то лучше в дальнейшем, когда мы добьем белок до мягких пиков, увеличить скорость. Во-первых, это будет и быстрее, и надежнее. Сейчас я вам покажу, что здесь происходит. Вот, видите, у нас это мыльная пена. Когда у нас вот такая мыльная пена случилась, мы можем увеличить скорость. У меня миксер достаточно мощный, мне хватает единички, на 5,5 увеличиваю. Здесь у нас начинает закипать сироп. Обратите внимание, что я его не мешаю. У меня здесь высокая мощность, я сейчас убавлю. У меня здесь вот палочка не работает. До 600, до мощности 600. И буду уваривать сироп до соплей. Что такое сопли? Это когда с венчика тянутся длинные капельки. Я не варю сироп ни по времени, ни по температуре, потому что это бессмысленно. Для зефира точность не нужна. Все вот эти россказни о том, что зефир очень сложный продукт, или как это называется, в общем, очень сложная вещь, не соответствует действительности. Если знать вот эти нюансы, которые я вам перечислила сейчас, правильно взбитый белок, правильно сваренный агар, то у вас не будет никаких проблем с зефиром, и выбрасывать продукты вы не будете. Ждем, пока взобьется наша масса. Итак, мнения разделились. 3 девочки хотят розы цвета бордо, 2 девочки хотят персиковую. Посмотрим. Пишите, кто хочет еще, какого цвета розы. Будем делать классические розы. Если получится, я уже забыла, как их делать. Пока расскажу, пока взбивается у нас масса, белки с вареньем, до какой момент нужно вливать сироп. Месяц смотрю на зефир, а делать боюсь. Лен, знаешь, что сделаете? Подумайте, чего вы боитесь. Если вы боитесь испортить продукты, выкиньте килограмм сахара и десяток яиц в помойку. Может быть, поможет. О, Наташенька! Привет, дорогая! Как там твои гортензии поживают? У меня сейчас в эфире моя ученица, которая у меня на онлайн обучении, на VIP обучении находится. Вот буквально за минуту до начала эфира я ей говорила: гортензии говно, переделывай. У тебя все неправильно. Голубые розы мы уже делали. Хорошо, попробуем сделать бордо. Так, что у нас здесь? У нас здесь мягкие пики. Посмотрим, что у нас с сиропом. Вот, видите, какие сопли у нас потянулись. Прекрасно. Сироп у нас готов. Но ничего страшного, если он на медленном огне поварится еще немного. Карина, полгода смотрю твои эфиры, еще больше хочется. Свет, ты, по-моему, училась у меня, а то я хотела тебя уже на курс пригласить. А у меня девочка записывалась на повторник. Одна в Москве, вторая в Ростове. Но тогда у меня Ростов не набрался,
Я не поехала, и Москва у меня... А в Москве девочка заболела, Наташа. У меня на повторном было... нет, у меня просто приходила девочка с курса, потом помощницы, тоже в Москве. Так что приходите на повтор, у меня сейчас новая программа. С медленным зефиром еще. Мы будем медленный зефир. У меня новая упаковка и медленный зефир. Все сейчас стали медленный зефир. Но давайте сейчас, пока мы там взбиваемся, 2 минуты по поводу медленного зефира, который медленно застывает. Зефир, который медленно застывает, можно сделать только на сиропе глюкозы, тогда он более-менее будет по консистенции нормальный. Либо добавить меньше агара. Меньше агара мы добавляем, что мы имеем? Мы имеем очень нежную структуру. Это, компромисс для мелочевки. Все равно настоящий зефир, когда ты его ломаешь, он у тебя упругий, впиваешься в него зубами, он приятен на ощупь языка, он чувствуется. В общем, медленный зефир – это компромисс. Итак, видите, он у нас чуть-чуть пожелтел, он начал подгорать, потому что я про медленный зефир начала рассказывать. Абсолютно ничего страшного. Вот наши жесткие пики, да, вот начались вокруг венчика, мы видим ямки вот эти глубокие. Все отлично. Теперь нам нужно влить сироп. Сироп мы вливаем таким образом, чтобы наши жесткие пики оставались жесткими пиками. То есть они не стали жиже. Сейчас я вам вот так буду показывать. У меня миксер с подогревом, но вливаю я сироп так, если бы у меня миксер не грелся. Ох, Танюша, я вам от души сочувствую. К сожалению, мы в этом мире маленькие-маленькие беспомощные пешки, которые ничего не могут, ни на что не могут повлиять. Люди, сидящие у власти, рулят нами как хотят, а мы можем только приспосабливаться к тем условиям, которые нас вынужденно ставят. И это очень большое горе. То, что касается происходящего сейчас в мире. Очень-очень жаль. Но мир, как говорится, жизнь штука непредсказуемая, к сожалению. Поэтому будем надеяться на лучшее. Сейчас я освободила руки, чтобы мне немножко сироп выстривать, который у меня быстрее прикуснется. И вот готовность нашего... Вот, наш зефир практически готов. Все, сейчас буду выключать. Ой, что Наташа пишет? Девчонки, не бойтесь, научитесь всего. Карина, класс, идите на обучение. Ой, не поверите, Наташа мне такие ромашки исполняла. Я думала, господи, зачем человек пришел учиться? Ну, я шучу, я так не думала, но думаю, блин, я с ней попотею. Ничего. Заставила ее несколько раз переделывать, и каждый раз она у меня переделывает, если что-то не так. Она пион сделала с первого раза. Причем, Наташа, я знаешь что, я большую ошибку сделала. Я тебе сказала, пион принимаю, ты мне сделала один единственный цветок. Просто прислала фотографию одного цветка. Если я тебя заставила бы сделать несколько, давай-ка сделай мне тоже несколько пионов. А то у меня совесть неспокойна, вернее, сердце неспокойно. С совестью у меня все хорошо. А вдруг у тебя он случайно получился? Самый сложный цветок роза. Вот у меня Наташа подтвердит. Просто мы сейчас вот прям с ней занимаемся по горячим следам. Что над розой она долбилась. Но роза у нее шикарная. Скоро я вот эти все работы на моих учеников тоже буду выставлять. В процессе, да, как с чего начинали и чем закончили.
Вообще, конечно, плюс онлайн-обучения у меня в том, что вот за год, пока я каталась, девочки, кто были у меня на курсе, могут подтвердить. Я просто даже, если прозевала какой-то момент, и девчонки делают цветы, и я что-то не увидела, мне достаточно просто посмотреть на цветок, я говорю сейчас про очное обучение, на цветок, который сделала студентка, и понять, что она делает не так. Как только я начала вот это понимать, так сразу же я поняла, что я теперь могу совершенно спокойно запускать онлайн-курс, потому что я теперь могу и на расстоянии по рукам бить. То есть, уже могу заметить любой косяк, и самое главное, его исправить. Потому что одно дело, как бы, говорить человеку, да, мне не нравятся ваши цветы, хочется, чтобы вы поработали над ними, а что именно вы поработали? То есть, обычно как говорят, нужна практика. Тренируйтесь, и все будет. Есть нюансы, для которых нужна практика. Это вот крутить гвоздик, например. Синхронизировать давление зефира и кручение гвоздика. Тут да, практика, но не целый цветок, как тюльпан, например. У людей, пока пытаются тюльпан отсадить, у них не получается, им говорят, отрабатывайте, пошите, и все у вас получится на 10-м замесе. А почему 3 мешка? Потому что я королева зефира, хочу 4 мешка, хочу 3, хочу 2. Мешочек, который маленький, это как переходник. Я всегда его автоматом ставлю, потому что у меня насадки все разной формы, а мешки большие обрезаны уже большую дырку. Большой теплый мешочек, это чтобы зефир не застывал. Потому что зефир, стоящий в духовке, он стоит. Ой, какие сердечки полетели. А зефир, который лежит в духовке, он не двигается, и он постепенно превращается в жижу, он разжижается, пузырится. А тот зефир, который в теплом мешке, мы постоянно его трогаем, мы его давим, мы работаем с ним. Так, сначала делаем, я заболталась, конусы. Как мы делаем конус? У меня в основном основа всех цветов, то есть мы, если делаем большой пышный цветок, мы не будем выписывать каждый лепесточек, для этого нужно много времени. Мы делаем фальш основания, да, то есть вот это как будто бы основание цветков. Как делать смачный, сочный, жирный, мясистый, полный зефира конус и не страдать? Мы ставим вот таким образом насадку, не так, а четко перпендикулярно. Вот этот вот пятка у нас стоит на гвозде, а кончик насадки это как раз верхушка нашего конуса. И давим в бумажку зефир. И тогда у нас получается жирненький, наполненный зефиром конус. Это основание наших цветов. Большинства их, скажем так. Сколько у нас будет роз, я не знаю. Я сейчас сделаю 1, 2, 3, 4, 7. 7 больших у нас будет роз. А то, что... Так, это у нас 5. А если вдруг останется зефир, в чем я очень сильно сомневаюсь, я сделаю бутоны. Секрет красивого букета. Я, кстати, девочки, я хоть и королева зефирных цветов, но букеты я не очень умею собирать. Поэтому я подсматриваю, конечно же, за настоящими. Я вот сейчас увлеклась делать копии букетов, да, живых. Ну, я так смотрю, делаю выводы. Секрет букетов красивых – это сочетание цветов разного размера. Вот есть большой цветок, их меньше, средние цветы, их как бы побольше, и маленькие цветы, их может быть совсем много. Сделай, пожалуйста, зефирное покрытие для торта. Кстати, у меня давно крутится идея сделать зефирный торт, скоро будет. Так, теперь мы накрутили наши конусы. Теперь мы пяточки. Ой, люпины надо будет повторить. Точно, хорошая идея, как раз медленным зефиром. Вот, теперь пяточку ставим прямо на верхушку конуса. И вот делаем сложную вещь. Это вот этот завиток для розы. Он не у всех получается, потому что нет синхрона в давлении зефира и в кручении гвоздя. Сделали завиток для розы и опять отставляем. Даем возможность зефиру подсохнуть, подстыть, чтобы наша роза была более устойчивая. Все, вот наша... Почему у вас не получается завиток? Если вы крутите завиток и он у вас съезжает на бок, это значит, вы быстро крутите гвоздь и мало давите зефира. То есть зефира не хватает, этот завиточек тянется за
насадка и сваливается. А если же вы много давите зефира, у вас получается внутри пустая дырочка. А нужно синхронизировать, и это вам нужно только отработать. Главное помнить вот эти моменты, когда у вас сдергивается, вы слабо давите, когда у вас надувается, а внутри пустота, вы давите много, крутите слабо. Вот это запомнили, и работать нужно над этим, и все будет у вас хорошо. Есть розы, в которых завитки красивые, крутить не нужно. Можно сделать, просто сделать конус, сейчас я попробую. Просто вот еще один сверху конус. Почему вообще в принципе мы делаем конусы высокие, двухэтажные? Потому что чем выше наш конус, тем красивее роза. Вот минимум 2 насадки, 2 высоты у нас должно быть. Мы можем сделать просто взять, сделать один вот такой вот лепесток. Главное, чтобы он у вас не заваливался. Если же у вас заваливается лепесток, то что вы мало давите, слабо давите. И сразу же вот здесь вот в конце первого начинаем крутить второй. И у нас получается вот такая завитулечка. Ваша задача красивая серединка розы всегда, если у нее лепестки стоят вертикально. Они лежат. Когда лепесточки лежат друг на друге, то это уже не роза, а ранункулюс. Практически. Итак, мы накрутили 7 серединок. Номер насадки Юля просит. Это 201 насадка. Я люблю работать большими насадками, потому что у меня гигантизм. Итак, вот мы сделали конус, на нем накрутили завиток. Наша задача, у нас стоит насадка вертикально. Ни в коем случае мы не работаем, как на видео, работают вот так вот рукой, делают розы. Нет, красивой розы не получится. Насадка держится вертикально, и мы ей особо не крутим. Мы двигаем ее вверх и вниз, мы накручиваем полоску крема, которая выходит из нашей насадки на конус. Поправляем чуть-чуть, чтобы вот эти края не торчали сильно. И стараемся сделать либо 2 лепестка вокруг конуса, еще выше него, либо 3. То есть наш завиток глубоко внутри находится. Мы не делаем его торчащим снаружи. Тем самым наша роза становится высотой 2 насадки. Все, вот этой высоты для розы достаточно. Можно дальше сделать пару рядов на одном уровне с этими лепестками, а можно уже начать опускать. Я сделаю один ряд еще. Видите, я болтаю, и у меня подстывает зефир, начинает рваться. Вот мы сделали на одном уровне еще ряд лепестков. У розы мы делаем ближе к серединке лепестки короче, чем дальше мы уходим от серединки, лепестки длиннее. И начинаем мы от середины лепестка. И пошли теперь спускаться ниже. Мы следующие лепестки у розы делаем ниже, чем делали до этого. И каждый ряд мы спускаемся все ниже и ниже, чтобы у нас были видны вот эти ряды. Самый верхний ряд, второй ряд, третий ряд пошел. Если вы будете соблюдать эти правила, у вас будет самая классная роза. Видите, она как шишечка даже получается. Погнали следующую. Мне зефира хватит на 1,5 розы. А я наделала целую кучу. Я забыла, что у меня половинка замеса. Нужно было целый замес делать. Итак, делаем 3 лепесточка. Если у нас лепесточек упал, подуйте на него, он станет. 3 лепесточка вокруг завитка. Вот мы сделали. И теперь в шахматном порядке делаем еще один рядок. Видите, у меня правая рука особо не вокруг гвоздя не крутится. У меня крутится гвоздь. Все, еще одна розочка. Все, у меня тут осталось всего ничего.
А планов было громадье. Так что у нас будет 2,5 розы. И будем их победно красить. Вот мой зефир уже застыл. 3 лепесточка. Ага, что-то застряло у меня в насадке. Вот это досада. Кусочек агара, наверное, не промешался. Это, конечно, неприятная вещь. Сразу лепесточки вот испортились. Видите, толстенькие стали. Блин, теперь эта штука посередине. Самое противное, что может быть. Тут вроде нет ничего. Это когда что-то застревает в насадке. Все равно. Ну ладно, 2 розы у нас есть. Сейчас я попробую. Ого. Я даже не знаю, что это. Это камешек, сахар попал какой-то. Представляете, тут камешек. Ну и лепесточку хана. 3-я роза у нас страдает, лишается. Так, я вообще уберу лепесток. Видно, да? Каждый лепесток, чем ниже у нас ряды, тем больше лепесточек у нас становится. Но какие-то все равно розы загадочные получились. Эх, чуть-чуть. Это вот с кривой серединкой розочка получилась. Итак, мы сделали с ползамеса 3 розы. То есть у нас тут это вот то самое количество ингредиентов, которые будут у вас в рецепте. Из них получается 3 целых розы и 4 заготовки еще остаются, да, вот они у нас стоят. 1, 2, 3, 4 заготовки. А так, ну, у нас бы получилось с вами 4 полноценных розочки. Как же мы их будем превращать теперь, ой, мамочки, в бордо? Они сейчас такие невзрачненькие, какие-то странненькие. Основной цвет у нас, конечно, будет красный. Вот мы берем первую розу, она у нас подсохла. Никогда не красим цветы на гвозде. Это эпик фейл будет. Берем аккуратненько за бумажечку. Поворачиваем розу боком. И окрашиваем сначала в красный. Если просто окрасить розу сухим красителем в красный цвет, она будет скучная. Для того, чтобы роза заиграла, нужно покрыть, еще туда пшикнуть чуть-чуть малиновым, коричневым, самую серединку, и фиолетовым. Сейчас краситель в течение 3-5 минут заработает на влажной поверхности зефира, и наша роза станет еще более яркой. Пока мы окрашиваем остальные розы, я потом переверну камеру. Можно еще поиграть вот на этой не очень удачной розе. Можно сначала попшикать на нее сиреневым, серединка потом коричневым, серединка у розы всегда темнее. Затем красным, но она прям откровенно коричневая будет, и малиновым. Тут прям вот серединка получилась очень такая прям темная. У меня еще есть черный цвет. Можно еще и черным цветом затонировать. Но лучше всего начинать с красного. Вот мы сейчас поэкспериментировали.
на тему какой цвет вперед. То есть вспомогательные цвета вы можете наносить уже после основного. Это вам прям мини-урок по окрашиванию цветочков. То есть основной цвет, самый первый, мы кладем тот, который должен быть. Вот у меня черный фиолетовым. Я попробую серединку. А, нет, это у меня не черный, это у меня сиреневый с блеском. Черного у меня нет. Прошу пардону. Значит, будем сиреневым. Зато теперь у нас одна розочка блестит. Потом коричневым. Можно, кстати, еще и зеленым слегка, темным. И оттонируем ярким малиновым цветом. Все, сейчас я вытру стол. У меня аж на мои пионы белые налетело все. Я крашу цветы в боксе. Я не крашу цветы вот ярко, да, вот так вот не сижу за столом и не посыпаю все красителем. У меня на курсе онлайн у меня есть прям урок, по-моему. Или не урок, или я просто показываю фотографию бокса для окрашивания. Не фотографию, вернее, я в нем окрашиваю, там, в принципе, конструкция его простая. А на очных курсах иногда, даже если есть под рукой подходящие предметы, мы делаем бокс, просто показываю, как его сделать, когда время есть. Все, мы дождались, пока розы заработали, наш красный цвет на наших розах. Сейчас я вам переверну камеру, розу нашу покажу. А руки. Кстати, чем хороши эти красители, тем, что они не окрашивают руки. То есть я сейчас помою вот эту вот ручку, и она у меня будет чистая. Вот такие вот красивущие красные розы у нас получились. Это вот страшненькое. Видите, какие они яркие? А внутри они беленькие, вот. Они у нас не окрашенные в массе. Представляете, сколько нужно красителя вбухать в зефир, чтобы получился такой цвет? Страшно подумать. Ну что, мы молодцы. Сейчас я с вами запечатлюсь. Ближе сяду только. У меня этот самый видео в ВКонтакте почему-то обрезает сверху и снизу экран. Какую розочку возьмем? Вот эту. Жду скриншотов в личку. Я постепенно буду выкладывать эти эфиры с этими скриншотами, что мы с вами работали, встречались. Будет рецепт зефира в рекламном посте. Большое спасибо вам за то, что смотрели эфир, помогали мне наладить процесс. Приходите ко мне на курс. Кстати, я забыла сказать, что сейчас идет курс по ПП зефиру, то есть зефиру без сахара, на сахарозаменителях, именно для диабетиков и для людей, которые очень заботятся о своем здоровье, не едят сахар, но едят, например, сироп топинамбура. Вот на сиропе топинамбура у нас еще тоже будет у меня рецепт зефира. То есть у меня будет два варианта, то есть 3 рецепта зефира, видео отдельно можно будет купить. Или же 3 рецепта зефира и курс по цветам, мини-курс небольшой. Поэтому выбирайте. Если кого заинтересовало, пишите мне в личные сообщения ПП слово. Я сейчас как раз в процессе разработки рецепта, чтобы наш зефир на сахарозаменителе не был ни мокрым, ни быстро застывающим,
не засахаривающимся. Просто у рецепта, у зефира на сахарозаменителях вот такие постоянные проблемы с этим. Сейчас я думаю над тем и работаю над тем, как сделать все-таки классный зефир именно на сахарозаменителе. Все, что знал, рассказал. Хотите на курс, пишите в личку. Хотите ПП-курс, пишите в личку, приходите учиться, либо смотрите мои бесплатные эфиры. Здесь тоже очень много знаний. Все, всем пока, до новых встреч!